Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Хейтеры и вам с кисточкой, куда же без вас. Добро пожаловать на канал Влог 360. Спасибо, что заглянули. Огромнейшее спасибо также подписчикам за теплые комментарии. Это очень сильно радует, правда. Очень-очень приятно читать теплые комментарии. Спасибо огромное. Ну а для тех, кто не знал, меня зовут Сергей, не лысый таксист, и я вещаю с мобильного офиса. Да. Ну, походу, лысый таксист уже прилипло нахрен. Ну, ничего страшного. Да, я лысый. Ну, вообще-то я кудрявый, да? Вообще-то я кудрявый. Ну, я бреюсь просто давно уже. Я являюсь автором не только этого канала, ну, этих обоих вы видите с правой стороны на дисплее мониторе компьютера или телефона, смотря с чего вы смотрите. Два QR-кода, это влоговый музыкальный мой канал. Также вы видите QR-код от телеграм-канала, который был создан специально для этого YouTube канала. Переходите по ссылке в описании под этим роликом или QR-коду и можете к нам присоединиться. Обсуждаются различные темы, различные, начиная как копать картошку, приготовить плов или уху или еще что-нибудь. В общем, там не только политика. Люди довольно адекватные, по крайней мере, те, кто общается. Тех я могу сказать. Очень хороший канал. Присоединяйтесь. Ну что, теперь поговорим о роликах-кроликах. Временную защиту отказывают людям. Ну, беженцам, гостям, будем называть гостем. Гостям. И это уже распространено очень сильно в роликах, да, показывают все какие-то законы, говорят. Да, я снимаю такой контент, мой контент базируется на том, то, что я ищу на различных платформах ролики, делаю нарезку, разбираю, вы комментируете. Поэтому все будет предоставлено вам не с моих слов, а с роликов, которых я нашел в интернете. Но перед тем, как перейти к этим роликам, я вам покажу одного персонажа нашел. Проживая в Германии, наверняка получая какие-то пособия, ну, получив защиту в Германии, да, он отзывается плохо, так скажем, да, о Германии. Ему все не нравится. Я сниму как-нибудь про него полный контент, сделаю большой. Сделаем это. Давайте посмотрим, что он говорит. Итак, дорогие зрители, я хочу высказаться по поводу помойки. В частности, ну, есть одна помойка, которая находится в другой помойке. То есть одна помойка — это Германия. Вы слышали, одна помойка — это Германия. Это не мои слова, это была цитата. Которая находится в другой помойке, которая называется Европа. Другая помойка — это Европа. Это опять его же слова. С его слов, значит, эта помойка дала нескольким миллионам защиту, также выплаты социальные, также жилье, бесплатное электричество. В общем, весь соцпакет эта помойка дала. Вот он сидит и рассуждает на деньги этой помойки. И вот смотрите, что касается, допустим, оплаты за радио, вот вы знаете, я никак не успокоюсь по поводу вот этого тупорылого сбора вот этим сбродом, которые там ходят и сбивают. В общем, он говорит о гебюрах, о тех, то, что, да, есть закон, в Германии надо платить и за радио, и за телевизор, даже если у тебя нету его дома, у тебя есть в машине радио, все, этого хватает, чтобы за это платить. Есть варианты, что вообще не платить. Я не думаю, я знаю это, так как, например, если какой-то религиозной конфессии, да, они вообще не имеют радио и телевизора, не смотрят, есть такие, да, и это можно доказать, они не платят, да. Но если ты пользуешься даже телефоном, у тебя есть там радио через интернет, все равно как, да, и отмазаться не получится, платить надо. Есть такой закон в Германии, понимаете, когда прибыл человек в Германию со своими авоськами сюда, не зная законов, но он думает, что должны законы под него подстраиваться. Ну так не функционирует, ребят. Ты приехал в чужую страну, будь добр подчиняться законам этой страны, а не своей, откуда ты прибыл. Или оставайся там, где твои законы действуют для тебя. Это, опять же, было теперь мое мнение. И вот он высказывается, все ему не нравится, законы. Ваше мнение. Я знаю, многие злые на это.
на этот закон, скажем, по радио, про радио и ТФА, да, гибюры. Я сам плачу, да, это немало денег, в принципе, ты платишь. Ну, в принципе, как немало? В год там выходит, да, можно куда-то в другое место пустить, да. Хотя я телевизор вообще не смотрю, Радио тоже не слушаю. У меня интернет-радио, и так музыки хватает. Ну, ладно. Напишите мне, пожалуйста, вы же платите. А может, кто-то из вас смог отмазаться официально? Буду очень рад вашему лайфхаку, как это сделать. Ну, в баптисты я не пойду. Никого не хочу обидеть, нет, я не пойду. Я православный. Вот, ну а теперь перейдем к главным роликам, да. То, что отказывают в защите временной. Я подобрал 3 ролика. Давайте посмотрим. Как я уже сказал, это не мои слова. Я беру все это с соцсетей, с роликов. Перед тем, как переходим к роликам, Cargo.in растаможит доставит ваш груз по всему миру, США, Европе, стран СНГ, включая РФ. Быстро и надежно. Смотрим. Массовые отказы по международной временной защите. Это касается украинцев. Отказывают абсолютно всем. Единственное, кому могут дать, если у вас есть на руках подтверждение, что вас преследуют в Украине. Это единственное. То, что вы с оккупированной территории, что у вас 5 детей, и вы одна, и так далее, и тому подобное, это не канает. Поэтому не тратьте время. Если вам нужна легализация, это либо цукор, либо карта. Вот так, либо карта, ребята. Законы меняются, жестко законы меняются. Ну, все, что не делается, делается к лучшему. Есть такая поговорка, да? Так, ну давайте посмотрим еще один ролик. Пипец, что творится в мире. Вы такое слышали? Власти Ирландии теперь тоже подключились к этому марафону, который возвращает или хочет вернуть украинцев на родину. Власти Ирландии хотят вернуть 16 тысяч украинцев на родину. Теперь они уже опомнились. Им невыгодно, чтобы украинцы сидели на пособиях, чтобы украинцам выделялось бесплатное жилье и тому подобное. Ну, я скажу, это невыгодно никому, так как все страны рассчитывали на то, что люди будут как-то интегрироваться, адаптироваться, да, к странам, к системе. Пойдут работать, будут также делать взносы свои, социальные квачи, налоговые взносы, да, платить будут, и все будет хорошо. Но не тут-то было, да, оказывается, тут с ними не прокатило такое. И, да, начинают законы менять. Ну, в принципе, хорошо. Слушаем дальше. Ну, как вам такое? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Походу, вся Европа будет подтягиваться. Одна за другой. Что думаете? Уедут ли украинцы в Канаду теперь или нет? Мое мнение, побегут. И очень многие побегут. Ну, про Канаду мы снимем отдельный ролик. Я готовлю материальчик, да. Будет очень интересно тоже послушать мнение. Ну, а теперь вот у одного человека, персонажа, так скажем, спросили, в Германии он проживает, и спросили про его мнение насчет украинцев, да. Правильно ли это или неправильно? И он ответит сейчас в своем ролике. Вы посмотрите. Депортация украинских мужчин из Германии, твое мнение? Я считаю, что абсолютно логично. Ну, смотрите, по статистике в Германии проживает 1 300 000 украинцев, из которых, как говорят, около трети это мужчины призывного возраста. Они все максимально мотивированы, патриотичны. Насчет патриотизма, да. Все ходят на митинги, патриотизм, любят страну, но издалека почему-то. Если страна воюет, то не вижу ничего нелогичного в том, что президент Зеленский хочет этих мужчин вернуть на родину, чтобы они тоже воевали. И с точки зрения властей Германии, я то же самое, не вижу никаких противоречий. Наоборот, они только сделают легче для своего бюджета. Зеленский сказал, что это будет распространяться только на мужчин, которые незаконно пересекли границу. Кто они? Ну, ребят, вы, пожалуйста, да, тут не обольщайтесь.
Во-первых, давайте с точки зрения закона. Все те парни, а я нескольких знал, которые переплыли Тису или перешли через горы и попали на румынскую территорию, румынские власти им дали временные защиты. Это значит, румыны их легализовали. Эти ребята могли поехать в Германию и поменять свои защиты румынские уже на параграф германский. Ну и в каком месте теперь они незаконные? Как мы их можем, как немецкие власти смогут их вычленить, вот этих вот так называемых незаконных? Поэтому нет. Ну и второй момент. Ну давайте так, ну сколько там этих людей перебралось через Тису, через горы? Ну сколько? 1000 человек? Ну я не знаю, 5000? Ну это не смешно. Я вам говорю о том, что на территории Германии там целая армия, 400 тысяч уклонистов находится, да? А вы мне говорите про каких-то 1500-2000 тысячи чуваков, которые якобы незаконно. Хотя, ну, сейчас на поверку оказывается, что вполне таки законно. И ты реально считаешь, что будут депортировать? Ну, знаете, я бы не цеплялся к словам, вот, депортировать, не депортировать. Понимаете, депортация это целое такое действие. Вот давайте обратимся к опыту передовых стран в этом деле, это Польша. Депортация, когда миграционная служба выносит это постановление депорт, это значит, человек в течение 10 дней должен покинуть территорию шенгенской зоны. А еще это постановление можно обжаловать в суд, 2 месяца судиться, а потом мы подадим апелляцию, а потом кассацию, а потом ЕСПЧ. Это, годы могут пройти. Нет, поляки сейчас практикуют выдворение. Когда человека берут под белые руки, в чем мать родила, ну, в трусах, вывозят на границу и передают в заботливые руки ТЦК. Все. И немцы уже так делали неоднозначно. Но пока так делают, ну, с особо буйными. То есть немцы ловят там где-то какого-то набедокурившего украинца, привозят его на польскую границу, поляки его довозят до украинской границы и передают. Как было, например, после этого концерта нашумевшего Макса Коржа, когда там целый автобус этих вот товарищей наших вывезли всех на территорию Украины. Поэтому не цепляйтесь к словам. Как говорил товарищ Мерц, мы будем искать выходы или там пути для того, чтобы возвращать украинцев на родину. Очень интересный молодой человек. Очень правильно рассуждает. Я с ним соглашусь. Мне будет знать интересно ваше мнение. Насколько вы поддерживаете, надо ли отправлять на родину всех или не всех. Или только тех, кто может служить. Вы напишите в комментариях. Может, надо поднять социальные выплаты им. Тоже напишите. Или урезать. Ну, можешь подискутировать, почитать. Да, люди разные, мысли разные. Так что пишите, друзья, пишите. Вместе подискутируем. И лучше всего, конечно, переходите к Клень-Клень телеграм-канальчик. И там мы все это дело с вами обсудим. Будет очень интересно знать ваше мнение. Правильно ли делает Европа, приняв беженцев, теперь начинает их выдворять. Напишите. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписка, лайк, комментарий. Добра, удачи!